Бывало ли такое, что вы смотрите какое-то крутое фестивальное кино, которое уже поехало по миру, понасобирало кучу каких-то наград, но вы не понимаете вообще, что это, почему об этом все говорят, и уж тем более, почему это красиво или почему это кому-то хочется смотреть, а кому-то даже пересматривать. Ну вот лично у меня такое было, и я много думала о том, как можно научиться смотреть такое кино и почему одних людей прет, а других нет. Ну, понятное дело, что у каждого есть какой-то свой социальный бэкграунд, который помогает понимать то или иное кино. Но в любом случае этому можно научиться. Я хочу провести для вас одну параллель, чтобы было более понятно, почему кого-то прет, а кого-то нет. Просмотр авторского кино можно сравнить с чтением на иностранном языке. Если вы уже учили какой-то иностранный язык, то вы знаете, о чем идет речь. То есть уровень вроде уже такой, что ты можешь спокойно читать и особо в словарь не заглядывать, но с другой стороны, ты как будто не чувствуешь текст. То есть он проходит через твое сознание, но ты не чувствуешь в нем никакой артистичности. Нет разницы между статьей и художественной книгой. И это, собственно, вопрос fluency языка и того, насколько ты как бы погружен в него, насколько у тебя есть опытность в этом языке, как ты понимаешь коннотации, как у тебя есть какое-то ощущение того, какой окрас это слово несет. Например, когда я начинала смотреть кино и читать книги на английском, сначала мне все казалось одинаковым, я не чувствовала разницы между, например, там, Нилом Гейманом или Джоном Фаулзом, мне все казалось одинаковым, безвкусным, бесцветным, каким-то серым, монотонным. Понятно, что отчасти такое возникало еще из-за того, что английский имеет другую структуру, и там нужно не на те вещи обращать внимание, как на русском языке. Кстати, хочу обратить внимание ваше на перевод Нила Геймана, как их там, «Американских богов», потому что я читала часть этой книги на русском, часть ее на английском, и, честно, это просто две разные книги. Ну, то есть это очень сложно сравнивать, потому что, когда переводчик переводил, он, мне кажется, сделал большую работу в какой-то локализации этой книги, потому что там внезапно появляются эпитеты в тех местах, где их нет в английском оригинальном тексте. И да, это добавляет какие-то другие детали. Я рада, что я читала эту книгу именно так. И я потом еще одну книгу Нила Геймана тоже читала так пополам, кусками. И это был очень интересный опыт, потому что переводчики, конечно, играются с его текстом ого-го как. Ну да, я отвлеклась. Короче говоря, вы поняли, что есть вопрос fluency. И через какое-то время, конечно, с чтения на английском языке появляется ощущение того, что, окей, этот текст имеет такой характер, этот текст имеет такой характер, появляются различия, появляется способность наслаждаться текстами и чувствовать стиль, голос автора и вообще дух повествования просто без текста. Но для этого нужно как бы понабить руку, поначитаться, помучиться, не знаю, закончить бакалавр в КИМО, очевидно. Хочу привести еще один пример, а именно сериал «Конь Боджек», потому что я первый раз начала его смотреть еще в 11 классе. Подумала, хороший вариант для начала. Выглядит интересно. Мне очень сильно понравились персонажи и история, но что-то в ней как-то не кликало, и из-за этого я бросила его смотреть это там на середине первого сезона, и вот так как-то он лежал. Но в начале этого года, когда еще ничего не предвещало беды, казалось, что все будет хорошо, я решила его пересмотреть. И хороший, конечно, выбор, такой экзистенциальный сериал, когда ты можешь выйти из квартиры и просто сидишь и смотришь на страдания этого коня Боджека. Конечно, замечательно было. Короче, что я вам скажу, ребята, теперь это, наверное, одно вообще из моих любимых произведений. Я безумно влюбилась в «Коня Боджека», обязательно буду его еще пересматривать. И этому есть несколько причин. Одна из которых — это язык. Несмотря на то, что сериал пытается прятаться за такой личиной ситкомчика про человека с алкоголизмом, коня с алкоголизмом из Голливуда, все-таки речь всех абсолютно персонажей там вычищена просто до мелочей. Они говорят так, что я выписывала там из каждой серии себе цитаты, разбирала, там очень много есть языковых каламбуров и всяких отсылок лингвистических. Также этот текст
текст сериала, имею в виду речь персонажей, он очень часто отсылает к самому себе, то есть это такое, как литературный прием, например, когда персонажи повторяют, особенно в критические какие-то моменты, или свои слова, или слова других героев. Таким образом появляется какая-то вот, не знаю, метафорическая довольно ситуация, и обычно это, если умело использовать, то это очень круто. И BoJack этим пользуется довольно много. Я не буду вставлять никакие примеры, потому что это будут спойлеры. Да, там это в основном использовалось в таких драматических сюжетных поворотах, и это было прям круто. Вот. Еще там очень круто используется аллитерация. Например, персонаж принцесс Кэролин, она иногда начинала очень быстро говорить, так прям тараторить, используя названия фильмов, каких-то актеров, какие-то идеи. И это все звучало как такая большая скороговорка, непонятная конструкция. Это было сложно воспринимать на слух. Мне кажется, это очень круто добавляет к общему образу персонажа принцесс Кэролин, как такой полностью поглощенной работой, что она настолько находится вот в этом потоке, что начинает почти что говорить стихами. Я знаю о том, что люди, которые работают на заводах, иногда говорят стихами, я это знаю не понаслышке. И поэтому для меня параллель принцесс Кэролин, которая начинает тараторить скороговорки с усиленной аллитерацией, очень такая очевидная параллель с тем, насколько она поглощена своей работой, насколько она живет только этим. Все эти метафоры, отсылки к тексту самого же сериала, какие-то сложные лингвистические конструкции. У каждого персонажа есть свой очень узнаваемый голос. И это то, почему персонажи сериала «Конь Боджек» кажутся настолько живыми. Потому что, когда они говорят, тебе кажется, что они мыслят. Тебе действительно кажется, что они рефлексируют на все это. Потому что, в ситкомах так не говорят. И это очень круто. Я должна сказать, что мне сложно представить себе, как этот сериал можно перевести нормально, потому что там было дело даже не только в структуре языка, это еще там можно как-то извернуться и перевести, книжки же как-то переводят, да. Но также там есть очень много отсылок к массовой культуре, в основном к американской и британской. Мне кажется, что если не иметь какой-то общей осведомленности, то половина шуток просто вот так мимо тебя пройдет, потому что ты просто не понимаешь, к чему эта отсылка. Мой любимый пример, наверное, момент, когда в первом, кажется, сезоне у принцесс Кэролин стояло вместо гудков на телефоне, я там Боджек все время звонил, у нее стояла на вместо гудков песня из мюзикла «Кошки», по которому вот недавно сделали фильм. И когда я смотрела, первый сезон Боджека, я уже на тот момент посмотрела «Кошки» и разобралась вообще, что это за такая штука. Это очень важный для современной британской культуры мюзикл. И поэтому просто это замечательная песня, просто. Это очень смешно, но если не знать, что такое кошки, то смешно не будет. Я думаю, я понятно объяснила. Конечно, в сериале «Конь Боджек» также очень много визуальной комедии и общепонятной комедии, для которой не нужно иметь диплом переводчика и культуролога. Но все-таки, мне кажется, чтобы его в полной мере понять, почему он такой классный, нужно откровенно много знать. То есть там было очень много штук, которые я не знала. Каких-то отсылок, которые мне приходилось гуглить, чтобы понять, в чем шутка. И там, на самом деле, каждый элемент, который есть в кадре, вот можно просто останавливать и рассматривать. Там какие-то названия книг, какие-то объекты, которые лежат на столе. Там очень-очень-очень много визуальной комедии, для которой нужно, не знаю, быть в Википедии. Я не представляю себе человека, который все это знает. Вот мы воспели славу замечательного сериала «Конь Боджек», но параллель, мне кажется, здесь ясна. Для того, чтобы наслаждаться этой комедией, нужно много знать. И точно так же, как можно говорить про знания в плане языка, можно говорить про знания в плане визуального языка. То есть, когда ты смотришь особенно авторское кино, у него очень богатый визуальный язык.
очень много вещей могут тебе передаваться в плане визуального языка. Мне только что вспомнилось, как я когда-то решила посмотреть всю фильмографию Ивана Вырыпаева и села смотреть его, по-моему, «Эйфория» фильм назывался, наверное. Фильм мне, в принципе, понравился. Это было что-то такое необычное, но, тем не менее, понятное, потому что много какой-то культурного пласта, который для меня понятен. Но когда я написала своей подруге, которая на тот момент лучше, чем я разбиралась в кино, что «Ой, привет, я посмотрела «Эйфорию», прикольно», она мне сказала, сразу ее первая реакция была, что там используются довольно банальные визуальные символы, и что из-за этого кино ей не очень понравилось. Например, там был момент, когда два персонажа стояли, ну там, у них была, короче, какая-то romantic kinda story, but not really. Ну, короче, они стояли по разные стороны оврага и смотрели так друг на друга. Я этот момент вообще не заметила, не восприняла его метафорично, но как бы пропасть между ними, ну, то есть, вот. И я этого не заметила, но в авторском кино такие штуки, как бы, их нужно замечать, их нужно уметь считывать. И точно так же, как начитавшись много-много книжек на английском языке, я начинаю замечать какие-то приемы, я начинаю понимать, почему Нил Гейман так или иначе использует очень много тавтологии в определенных книгах. Точно так же, когда я смотрю авторское кино, я начинаю лучше понимать, почему тот или иной визуальный элемент классный или не классный, начинаю кайфовать от этого, я начинаю получать удовольствие от каких-то деталей, от ракурсов, от того просто, как построен кадр. Визуальные параллели, структура кадра, какая-то симметрия или асимметрия, расположение камеры, высота камеры, длина кадра, объекты, глубина резкости, фокус. Очень-очень-очень много элементов, которые помогают тебе понять историю, которые, по сути, являются частью истории. Я уже не говорю про цвет. Цвет — это вообще отдельная тема. Есть режиссеры, которые очень круто используют цвет, и просто смотреть на это одно заглядение. Точно так же и свет. Мне вот буквально только что вспомнился фильм «Первый этаж», кажется, украинского режиссера, 90-е. Это был фильм, в котором, ну, сюжет можно закрыть глаза и не обращать внимания. Лично мне что-то не очень понравилось, но как там используется свет, это просто... очень красиво. Вот, мне кажется, что... «Маяк». Еще в «Маяке» очень круто, из того, что последний, очень круто используется свет. Цвет безумно красиво используется в «Дылде», из того, что я последнее смотрела. В «Портрет девушки в огне» тоже очень красивый цвет. И, собственно, ну, это только начало. Есть же еще музыка, есть же еще столько всего в фильмах. Мне кажется, что главная штука, почему одним людям красиво, а другим нет, это то, что у одних людей есть вот эта насмотренность, понимание того, как эти элементы работают в кино, а у других людей попросту ее нет. И как бы, чтобы ее развить, банально нужно больше смотреть. И мне кажется, нужно понимать, что это нормально. Не нужно быть снобом и не нужно смотреть сверху вниз на людей, которые не понимают, какое это кино. Потому что, как бы, придет время. Мне, например, дико очень сильно не нравилось «Племя». Я его терпеть не могла, считала, что это просто позор украинского кинематографа. Сейчас я так не считаю. Я понимаю этот фильм, я понимаю, почему он был нужен. Это не значит, что мне этот фильм нравится. Нет, совсем, совершенно нет, я не хочу его пересматривать, но я понимаю, зачем он. Я понимаю, почему он кому-то может прям сильно нравиться. И то же самое, например, было, когда я посмотрела «Клык». Я была очень недовольна этим культурным опытом и в недоумении от этого фильма, но позже до меня как бы дошло, скажем так. Вот, до сих пор некоторые фильмы до меня доходят. Мне кажется, что грань тонкая, и также нужно всегда позволять себе как бы говорить «нет», даже в таком смысле, что окей, вот есть какие-то вещи, которые за гранью для меня и которые в моей системе координат неприемлемы. Такие вещи есть.
Например, я терпеть не могу Ланса фон Триера и считаю, что его кино просто опасно. Я не знаю, это не надо смотреть, это не надо никому показывать, никому советовать, на мой взгляд. Возможно, через пару лет до меня дойдет, но мне это кажется маловероятным, потому что это кино просто настолько вне моих моральных ценностей, что, я не знаю. Не знаю, кому-то нравится, некоторым моим друзьям нравится, мне нет. Так, я не знаю, сколько я уже наболтала, но сегодня вообще я не с пустыми руками пришла. Для развития вот этой культурной компетентности не обязательно просто смотреть, как я это делала годами, кино, не понимать его и ждать, когда тебя осенит. В принципе, есть какие-то фильмы, которые, безусловно, авторское кино, из которого можно очень много чего узнать о том, как наслаждаться этим кино, но при этом эти фильмы, они понятные, то есть для того, чтобы их смотреть, не обязательно, не знаю, уметь наслаждаться игрой света. Можно наслаждаться сюжетом, можно наслаждаться фильмом, даже особо не имея компетентности в таком кино. Поэтому, если вдруг вы хотите развить свою компетентность или просто посмотреть хороший фильм, то я подобрала пару фильмов. Первый фильм — это «12 разгневанных мужчин». Просто замечательное, невероятно увлекательное кино, которое показывает процесс принятия решения присяжными. Может, звучит не так здорово, но на самом деле я была потрясена тем, насколько кино в одной комнате с ограниченным количеством актеров просто в таком маленьком замкнутом пространстве может быть настолько интересным, настолько крутым, живым, динамичным. Это замечательный вариант. Фильм просто с нулевым вхождением. При этом это фестивальный фильм, при этом это действительно важный для истории кино фильм. Он задал некоторые тренды, потому что потом его пытались, насколько я знаю, неоднократно копировать. Второй фильм — это «Головокружение» Альфреда Хичкока. Я не знаю почему, но какая-то есть определенная вуаль загадочности вокруг Хичкока. Мне кажется, особенно среди людей, которые его не смотрели, вот его имя звучит, и, мол, это какой-то гений древности, который создавал какие-то там, не знаю, мега-шедевры. Его кино довольно-таки простое. То есть это все равно там есть замечательная просто мизансцена. Вот кто-кто, а Хичкок действительно может научить тому, как воспринимать и как понимать мизансцену, и как обращать на нее внимание. По-моему, да, это было в «Головокружении». Там в самом начале была сцена, когда протагонист, который является там детективом в отставке, общается, по-моему, с каким-то своим приятелем, и как они движутся по комнате, как эти персонажи вместе с изменением динамики внутри их разговора меняются своими позициями в комнате, как они все время передвигаются просто беспрерывно. Как же много работы стоит за этим, казалось бы, диалогом, просто диалогом, но воу. Это тебе не просто, не знаю, там, какой-то Марвел, который через плечо вот так вот мигалочкой снимает персонажей, и все. Нет, ребята, нет, диалог тоже можно снять удивительно интересно. Хороший тому пример. Короче, ребята, все смотрите «Вертиго», это замечательный фильм, и не бойтесь Хичкока, ничего такого он там страшного не делал, потому что Хичкок был таким очень важным дядечкой в кино, который одновременно снимал очень интересное, захватывающее кино, но использовал, в принципе, довольно богатый визуальный инструментарий, поэтому можна ознакомиться. Чи як то кажуть у кіно, раджу поцікавитися. И последний фильм в этом списке — это «Расёмон». Здесь уже, конечно, немножко сложнее, потому что если вы никогда до этого не смотрели японское кино, может быть странно, но мне все равно кажется, что «Расёмон» — это очень доступный фильм. Это Акира Куросава, это, безусловно, мастер, довольно-таки вестернизированный, то есть мне, конечно, очень смешно, когда люди говорят про японское кино и такие: «О, да, Акира Куросава». Ничего, что он был довольно реально очень вестернизированным чуваком. То есть, например, его замечательный абсолютно фильм «Ран», основанный на пьесе Шекспира «Король Лир». Просто с японским антуражем. Это ни в коем случае не отнимает того, что это японское кино. Действительно, там очень много каких-то культурных элементов. Например, татами шотс. Там они, особенно в «Расёмоне», много используются. И если... Это, кстати, тоже важный элемент. Например, если в каком-то западном фильме будет использоваться такой ракурс камеры, это, скорее всего, будет какая-то довольно броская визуальная деталь, которая будет говорить о
каком-то элементе доминирования между персонажами, но в японской культуре татами шотс, они ничего не говорят о доминантности в отношениях персонажей, потому что в японской культуре сидеть на коврике, татами, это коврик их, это как бы норм, они так все время делают, и поэтому, начиная там с каких-то метров, а-ля там Ясудзира Озу, татами шотс их много, они используются, и для западного зрителя, который привык к определенной оптике западного кино, может быть сначала немножко странно. Все эти три истории объединяют то, что они в той или иной мере являются детективами. И именно поэтому мне кажется, что их будет легко смотреть, даже не имея какой-то высокой компетентности в кино. Потому что детектив по своей сути, он тащит вас своим сюжетом. Вы хотите знать разгадку, у персонажа какой-то жесткий конфликт, за которым вы следите. И это высокое давление в сюжете и высокие ставки, высокий уровень эмпатии, они помогают вам прорываться, даже если что-то может быть немножко непонятно. И именно поэтому мне кажется, что это хорошие точки вхождения или расширения компетенции. Очень сильно надеюсь, что вы посмотрите и вам понравится, или если вы уже смотрели, то вы, может, вспомните и пересмотрите, потому что это такие фильмы, которые очень много раз можно пересматривать и наслаждаться. Вот, меня зовут Май, я писатель, здесь можно наблюдать за моей дорогой в литературу. Да, ребята, какое-то время я ничего нигде не говорила, потому что, я не знаю, тяжелое сейчас время, и это не в моих правилах говорить и что-то делать именно такое творческое, если не хочется. Поэтому, да, я надеюсь, что будете ценить меня за искренность. Всем желаю просто замечательного Рождества, Нового года, всего остального. Я хочу сделать для вас подборку зимнего кино, потому что мне-то самой сейчас нужно снега 0, а как бы глинтвейн под что пить, ребята. Вот, поэтому я думаю, я сейчас пойду на центральную площадь и как раз-таки куплю глинтвейна. Я, в принципе, впервые за много недель вижу маленькие синие кусочки между серыми венскими тучами. Всё, всем хорошего дня, пожалуйста, смотрите авторское кино, читайте хорошие книги, заботьтесь о себе и поливайте свои цветы. Пока. Ну, серьезно. It's adorable.